Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И это видео ваш гороскоп на август 2025 года. Ну что, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Буду рассказывать гороскоп по декадам. Вы можете смотреть его по Солнцу или по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то первая декада близнецов — это те, кто родился в мае. Вторая декада — те, кто родился с 1 по 10 июня. И третья декада близнецов — те, кто родился с 11 июня до знака зодиака Рак. Если вы смотрите по асценденту, то делите 30 градусов знака Близнецы на 3 равных отрезка. С 1 по 10 градус это первая декада, с 11 по 20 градус вторая декада, и с 21 по 30 градус это третья декада Близнецов. Ну что, дорогие, готовы? Поехали! Скажите, пожалуйста, как чувствует себя первая декада Близнецов? Уран поменял знак вот как несколько дней, вошел в ваш знак на ближайшие 7 лет. Конечно же, очень сильно изменится жизни всех близнецов. На эту тему, кстати, я выпустила видео. Очень сильно вы будете чувствовать это изменение. В прямом смысле жизнь изменится очень сильно. Я не могу сказать, у кого это будет плохо, у кого хорошо. Все зависит от того, как вы реагируете на неоднозначные события Урана, потому что Уран — это всегда результат не тот, на который мы рассчитывали и планировали. Да? Он может быть совершенно необычный, и если мы, например, не открыты к новому, то нам будет сложно принять это. Да? Ну, то есть, как сейчас ваше настроение? Пишите в комментариях, и я отвечу на все ваши вопросы, которые у вас будут. Кстати, если у вас происходят события, которые я сейчас в этом гороскопе не назову, оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Я постараюсь ответить лично на ваш вопрос, открою вашу натальную транзитную карту и посмотрю, что же там у вас сейчас происходит. Потому что я надеюсь, вы понимаете, что это общий гороскоп для близнецов, хоть и поделен на 3 декады. И да, ребят, если я про какую-то декаду буду говорить меньше, это не говорит о том, что я вас не люблю. Это просто сейчас аспекты не пришли. Вот в этот период времени у вас нет напряжения. Но опять же, я же не вижу ваши личные транзиты, которых я здесь не вижу, потому что 700-800 миллионов близнецов, и все мы разные, понимаете? Ну что, начинаем? Да, ребят, у нас июль получается такой месяц, когда очень много изменений на небе. У нас и Сатурн, и Нептун в ретроградное движение уходит. У нас с 18 июля Меркурий, ваш единственный управитель, уходит в ретроградное движение, дорогие близнецы. И он будет делать ретроградное движение из знака зодиака Льва, поэтому вот... Ох, вам захочется очень о многом поговорить, конечно, в своей жизни. Очень много вопросов станет сейчас с 18 июля до 11 августа. Будет Меркурий ретрограден, он будет в знаке Льва и в квадратуре с Лилит. Поэтому этот период для всех близнецов, я хочу сказать, что будет основан на мотивов на эгиде страха. То есть все внутренние потаенные стороны вашей души, нереализованность, отсутствие движения вперед, отсутствие развития, отсутствие общения с людьми, с которыми вам хотелось общаться, отсутствие контакта с близкими родственниками, с любимыми людьми. Все это будет вас очень сильно волновать в ближайшие 3 недели. Поэтому здесь запаситесь, конечно же, терпением, своими внутренними силами эмоционального интеллекта. Конечно же, ситуации будут складываться так, чтобы вы максимально в этом разбирались, шли на контакт, разбирались в себе, почему вы не идете в развитие, будут случаться ситуации, у кого-то ситуации обнуления, как у близнецов первой декады, потому что здесь Уран зашел и будет максимально обновляться пространство для того, чтобы вы начинали двигаться как раз-таки вперед. Это близнецы первой декады, близнецы второй декады. Я, ребят, скажу, что вот период ретроградного Меркурия на вас повлияет максимально, очень сильно. Здесь, конечно же, ретроградный Меркурий будет во Льве делать к вам секстиль. И понимайте, что все будет в вашей жизни только для того, чтобы вы наконец-то вышли из своего вот этого гнездышка, в котором вы привыкли жить, из своего вот этого мирочка маленького такого,
и вышли за границы своих каких-то возможностей коммуникации, работы, карьерного роста, развития. То есть вам нужно себя максимально начать показывать, проявлять, выходить на сцену, на публику, но не для того, чтобы кому-то нос утереть, а для того, чтобы наоборот самим подняться, проиграть свои вот эти страхи, понять, почему вы сидите и не развиваетесь. Это основная будет такая история на период ретроградного Меркурия у близнецов второй декады. Близнецы третьей декады. Ребята, я не скажу, что у вас будет какой-то такой, знаете, сложный период ретроградного Меркурия. Вообще нет. У вас вот в августе сейчас Венера идет по близнецам, поэтому если вы сейчас, в июле идет она по близнецам, поэтому, если вы сейчас в отношениях не разругаетесь, потому что здесь Марс делает вот такую квадратуру к Венере, если вы в отношениях себе не испортите вот это вот настроение, ваше будущее совместное, да, то есть не разругаетесь в отношениях, в любовных, тогда август у вас пройдет вполне на таких приятных и интересных, гармоничных началах, аспектах, не напряжениях. Период ретроградного Меркурия не будет для вас каким-то сложным, печальным, с переживанием. То есть здесь вот такая история. Конечно же, Сатурн с Нептуном, они в Овне, да, в самом начале, и уже ушла вот эта квадратура, нету вот этого напряжения к близнецам третьей декады, но, ребята, вот сейчас хорошее время там для любовных отношений, для того, чтобы строить здесь общение со своими вторыми половинками, но понимайте, не нужно здесь финансы и любовную сферу мешать. То есть здесь нужно, вот если вы в любовных отношениях решили раскрываться, то не надо в свои любовные отношения затягивать свою вторую половинку, получится, ну, такое себе, потому что будут подниматься и в середине августа вопросы финансов и любви, коммуникации здесь, и будут в конце августа подниматься вопросы, связанные с этим. Поэтому будьте аккуратны, если у вас есть совместное дело со своей второй половинкой, какой-то совместный проект. Я не тому, что говорю, что нужно прям на карандаш поставить и очень презрительно так относиться. Нет, просто будьте аккуратны, что вы говорите, что вы делаете, потому что все-таки период ретроградного Меркурия в начале августа может испортить очень сильно. Вот на фоне своих волнений, своих страхов и переживаний можно испортить отношения. Отношения с близкими, с любимыми, с кем у вас есть вот такая искра. Поэтому здесь будьте аккуратны, берегите своих любимок. Я это так хочу сказать на период ретроградного Меркурия до 11 августа. А так хочу сказать, что в начале августа какое у нас событие? У нас полнолуние. У нас полнолуние 9 августа. Событие, я не скажу, что какое-то прям такое очень сложное, мощное, напряженное. Полнолуние в Водолее, кто почувствует? Почувствуют как раз-таки близнецы второй декады. Здесь вот как раз-таки движение вперед, развитие вперед, почему я не развиваюсь, да? В это же полнолуние как раз-таки близнецы и первой, и третьей декады. Вот будьте аккуратны с тем, что вы подписываете, будьте аккуратны в словах, в речах, что вы говорите. Близнецы третьей декады в отношениях любовных, близнецы первой декады в рабочих, потому что здесь у вас, конечно же, потрясающий аспект Плутона и Сатурна, и Нептуна, говорит о том, что так, нужно работать, нужно зарабатывать, и вообще для близнецов первой декады очень такое активное время начинается, ближайшие 3 года очень мощные. Ну и вообще скажу, что близнецы первой декады, если вы думали, что как-то вот сейчас можно посидеть и расслабиться, не получится. У нас с конца июля запускается такая очень классная конфигурация на небе, заточенная на финансы, на деньгозарабатывание. Собственно, поэтому я и выпускаю сейчас финансовые гороскопы для каждого знака зодиака. Потрясающие рекомендации для того, чтобы вам посмотреть свою натальную карту, понять, как же вам можно и нужно зарабатывать, найти новую нишу, новую сферу, на какие качества свои надавить, да. То есть после августовского гороскопа продолжу выпуск финансовых гороскопов, для каких-то знаков уже вышло, для близнецов еще не вышло, но там нужно смотреть еще по финансовым домам. То есть
просканируйте свою натальную карту, денежные дома, то есть в финансовом гороскопе все расскажу, запаситесь терпением. И да, у нас вторая половина года 2025 это активные аспекты на деньгозарабатывание. И это очень важная ключевая история для близнецов первой декады. Поэтому, ребята, если вы сейчас с ингрессией Урана в ваш знак решили вот сейчас поплыть, решили сказать, у меня все рушится, я устал, я ухожу, я не могу как-то вообще терпеть, и начинаете в любовных отношениях не вытягивать, а ругаться, не надо так делать. Я вам реально говорю, что это все сделано для того, чтобы и отношения сохранить, и подняться наверх. У вас новый этап в жизни, где вы должны понять, что вы зарабатывать можете еще больше, что вы можете подняться на новый уровень. И у вас все планеты к этому как раз-таки вас ведут. И август это, ну, такое очень мощное начало. То есть в период ретроградного Меркурия вы там разберитесь со своими страхами, переживаниями и начинаете активно идти вперед. И да, у нас открывается, вот заканчивается как раз-таки у нас ретроградный Меркурий, у нас 2 недели августа, это очень классное движение вперед. Здесь мы либо поднимаемся на уровень выше, здесь мы либо останавливаемся и просто тратим свои финансы, проживаем это время, отдыхаем до начала нового лунного цикла. Он начинается у нас 23 августа, но вот уже 22 начинают сходиться вот напряженные аспекты. И у нас получается с 11 по 22 августа здесь 10-12 дней активного роста, движения вперед, построения, налаживания коммуникаций. Кому-то захочется переехать, это близнецам первой декады. Здесь поймите, ребят, если вам хочется переехать, смотрите, как это будет влиять на вашу жизнь без розовых очков, без каких-то агрессивных моментов, потому что здесь еще и Марс будет в трине, но это потрясающий такой большой трин, конфигурация еще на небе для движения вперед. То есть здесь, если вы захотите пойти рост в финансах, в карьере, на новой работе, то близнецы первой декады дерзайте, только за, здесь вообще у вас карт-бланш движения вперед. Близнецы второй декады, если вы решили где-то просесть в своих иллюзиях, переживаниях, вот здесь начать малодушничать, начать останавливаться, очень сильно получится остановиться. Я же предлагаю все-таки максимально начать себя проявлять и задавать себе вопросики, почему вы останавливаетесь, и прилагать как можно больше усилий. Не растрачивать свой потенциал, не растрачивать свои финансы, а сделать максимум. Плюс много денег, плюс много сил уже к своим сейчас нынешним движениям. Мне как-то оставили комментарий, что как будто близнецы никогда ничего не делают. Но здесь нужно не просто что-то делать, здесь нужно построить планы, цепочку своего развития, понять, куда вы идете, какое будущее вы себе хотите, где вы хотите быть через несколько лет, потому что через 3 года Уран перейдет во вторую декаду близнецов. И здесь начнется резкие изменения, либо разрушения вашей жизни, либо движение вверх, причем резкие, которыми вы, если готовы, то будет хорошо, а если не готовы, то получится так себе, потому что у нас Сатурн, вот он сейчас в Овне, и он в ближайшие 2 года будет проходить знак Овна и делать потрясающий секстиль к Солнцам близнецов вообще всех декад. И уже в следующем году, следующее лето, он уже будет идти по второй декаде Овна и делать потрясающий аспект к близнецам второй декады. То есть здесь уже реальный вопрос покупки вашей недвижимости. То есть через год вы реально можете за свои заработанные деньги купить недвижимость, которую вы хотите. Вы можете иметь тот социальный статус, который вы хотите, если сейчас у вас его нет, и ту самую работу, которую вы хотите. И тогда вот этот момент прихода Урана в 2027-2028 году во вторую декаду близнецов, он вас наоборот не опустит вниз, не разрушит все ваши достижения, вы наоборот подниметесь, потому что у вас будет такой очень мощный фундамент. И здесь нужно это очень четко понимать, поэтому близнецы второй декады сейчас плыть не нужно вот этих вот легких каких-то вот этих иллюзий и там как-то говорить, ну как такое возможно, у меня сейчас вообще ничего нет. Не было, значит нужно сейчас начать строить, потому что у нас после августа, в начале сентября начинается коридор затмений, а это вопросики, где вас как раз таки спросят, закончится вот
вот этот вопрос от кармических узлов для близнецов второй декады, а что я делаю так, а что я делаю не так, почему я стою на месте, почему я не развиваюсь, не соответствую своим кармическим задачам, потому что мы, когда свои кармические вопросики закрываем, то есть это те вопросики, для чего пришла сюда наша душа реализовывать. Вот когда мы это делаем, когда мы реализовываем, да, свои качества близнецовские, тогда у нас все остальное начинает идти. Те деньги начинают к нам идти, отношения начинают наши становиться теми, какими мы хотим, да, воспитание наших детей, отношения с нашими родителями, то есть наши друзья, наши контакты, а для близнецов это вообще очень важная история, это вообще очень важная тема. Поэтому близнецы второй декады, вот так эти 2 недели для вас пройдут очень продуктивно, но здесь должны быть очень сильные смыслы и понятно должно быть. Близнецы третьей декады, и я скажу, что, ребята, у вас такой, знаете, не то чтобы здесь момент такого отдыха, да, отдыха перед тем, что у нас 1 сентября Сатурн возвращается в Рыбы, и здесь, как опять-таки, вернутся те вопросики, которые финансово, если не закрыты, то есть если вы там не подкачались, если вы где-то должны, если вы где-то понимаете, что так, не выполнили какую-то работу, если вы понимаете, что у вас уровень профессионализма не на той планке, вам хочется больше, да, то есть тогда вот в сентябре вы прям начнете, вас переключат. В сентябре вас уже, конечно, в последнюю неделю августа начнет уже вот это настроение, отсутствие отдыха. То есть если вы можете вот эти 2 недели отдыхать в августе, отдыхайте, да. Если вам хочется, у вас запланирован отпуск, делайте так. И если вы чувствуете, что вы уже не можете расслабиться и отдохнуть, тогда включайте работу, начинайте форсировать события, потому что и последнюю неделю августа у вас уже будут такое настроение, такое продуктивное достаточно. И первая неделя сентября однозначно, потому что 1 прямо-таки сентября Сатурн снова в Рыбах и делает квадратуру к близнецам третьей декады. А это работа, когда мы не очень хотим это делать, но обстоятельства заставляют. Но аспекты Сатурна хороши тем, что они планомерные и статичные, они медленные, они не такие быстрые и резкие, как у Урана. Понимаете, о чем я говорю, да? И масштаб у них нам более понятен, какой он, да, что от нас требуется. Поэтому вот эти 2 недели у каждой декады близнецов, они по-разному. Каждому свое, и здесь у каждого свои задачи. И да, новый лунный цикл у нас начинается 23 августа. Мы будем чувствовать, конечно же, уже там 21-22 августа уже такое, 21 еще хорошие такие аспекты, все такое вот яркое на небе. На 22 уже такое прям... Вот и лето прошло, кажется, заканчивается, потому что у нас 23 августа Солнце в соединении с Луной уже в Деве, то есть это четко, это все планомерность, еще это в квадратуре с Ураном, и здесь, конечно же, момент того, что нам новый лунный цикл насколько перевернет нашу жизнь, потому что в этом лунном цикле у нас, конечно же, коридор затмений. Последняя неделя августа у нас пройдет на эмоциях, конечно же, в любви, в отношениях. Еще раз повторюсь, близнецы первой декады, будьте аккуратны в отношениях и не переносите финансовую историю своего непрофессионализма, недоделок в работе, не получения того результата, который вы хотели бы в работе, не переносите это в любовь. Если вы чувствуете, что вам не хватает финансов, вот эту историю зафиксируйте, очень важная история, ее осознайте и начинайте движение просто очень мощно вперед. Здесь это такой стимул как раз-таки в работе нужно начинать проявляться. Близнецы второй декады, у вас последняя неделя августа пройдет, можно сказать, заканчивающимися такими настроениями, но все-таки следом будет у нас коридор затмений, начинается со второй недели сентября, да, первая неделя 7 сентября. Что это? Конец первой недели сентября, да, поэтому здесь, конечно же, у вас будет ощущение, что что-то происходит, что что-то происходит такое в ваших эмоциях, в ваших переживаниях. И если вам это не нравится, честно разбирайте свои страхи. Вот где вы стоите, не развивайтесь, потому что у вас должно вот все складываться, ребята, нормально. Все должно идти вверх, все должно идти в гору, все должно становиться, как вы хотите, потому что последняя неделя августа, здесь Марс в весах во второй декаде. И все приложенные усилия, они будут идти хорошо. Будьте дипломатичны, стройте связи, договаривайтесь, контактируйте с людьми, ищите выход всех своих вопросов, которые останавливаются
остановились. Поэтому здесь вот такая история продвижения вперед, на месте сидеть нельзя. Близнецы третьей декады, ребят, я не скажу, что у вас как-то вот изменится, да, говорила уже, что с 1 сентября прям таки Сатурн уже и настроение будет такое рабочее абсолютно, поэтому можете смело начинать работать с 23 августа, спокойненько, себе продуктивненько. Если можете и работать, и отдыхать вместе, пожалуйста, делайте это. Если вы можете себе это позволить, я всегда только за многозадачность. Все-таки вы близнецы, и это знак зодиака, который максимально может все и сразу. И да, начало сентября у нас будет такое агрессивное, забегаю, естественно, вперед, потому что у нас тут будет Меркурий в квадратуре с Ураном. Травмоопасное, невнимательное время, будьте аккуратны, потому что следом после этой недели здесь еще и Марс будет в квадратуре с Юпитером. Очень легко на этом фоне быстро и резко испортить себе репутацию, ввязаться не в те все связи, не в те в отношения, будьте все аккуратны. Ну и, конечно же, немножечко предупрежу о коридоре затмения, который начнется с 7 сентября по 21. На кого повлияет? Повлияет очень сильно и мощно на близнецов второй декады. Вот здесь все ваши осознания, которые вот завершается вот этот этап, потому что потом начнется вот эта история более такой активной плодотворной работы вот этой осенью и зимой, и это очень хорошо, но вас все-таки близнецы второй декады будет очень сильно волновать этот момент. Близнецы и первой, и третьей декады, ребята, только вперед, не останавливаемся, не тормозим, ищем выходы, ищем движения. Не скажу, что в этот коридор затмений вам нужно сидеть и ничего не делать. Нужно делать плюс очень множество к своим возможностям. Ну и, конечно же, любовная сфера у близнецов третьей декады будет очень важна в коридор затмений, поэтому здесь будьте в любви аккуратны, начеку, понимайте, чего вам хочется, в финансовой истории, в любви будет хорошо, в работе будет продуктивно, и понимайте, что если вам получится в коридор затмений вот такое построить мощное комбо, тогда очень даже хороший такой выход и вот вхождение вот в осень, потому что осень у нас у всех будет продуктивная. Поэтому я вам скажу, дорогие близнецы, и первой, и второй, и третьей декады, каждому свое, у каждого по заслугам и по задачам. Я не вижу ничего фатального. Я не вижу ничего того, чтобы заставило вас опустить руки и сказать, мне вот так это настолько надоело. Финальная петля у нас этой осенью будет от Сатурна, от Нептуна и от Урана в том числе. Здесь моменты того, что мы все-таки с этим должны разобраться, то есть это третья петля. Это не новое для нас что-то, да, мы, конечно же, хотели бы где-то похныкать, где-то пожаловаться, мы просто все люди, и это нормально. Главное рядом иметь человека, который может выслушать, понять, и с которым просто хорошо идти вперед. Поэтому здесь, дорогие близнецы, будьте аккуратны в этом августе к своему окружению, потому что это ваши любимки. Не выходите из отношений, потому что аспекты быстро сменяются, напряжение, естественно, накопилось. Но я вам опять же говорю, получится этой осенью и уже вот даже в коридор затмения начать выстраивать такую мощную финансовую историю движения вперед. И здесь главное не пасовать и не верить в то, что сейчас вот все будет очень плохо. Нет, я вам говорю, я смотрела, откручивала вперед эти аспекты, все будет хорошо, мы со всем справимся, поэтому не надо опускать руки, нужно наоборот подниматься на новый уровень, и тогда у вас все получится, я в вас верю. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, зарядила вас вперед на позитив, на движение. У вас явно должно все получиться. У кого остались вопросы, оставляйте в комментариях. Увидимся с вами в следующем ролике. Ну и актуальные видео, естественно, как всегда в конце. Ну что, до свидания, потрясающего вам августа. Он должен быть очень яркий и запоминающимся, когда вы сами себе скажете, вот это я молодец, потому что я близнец. Ну что, ребят, до свидания и всего вам доброго. Пока-пока.